Если есть проблема, как рисовать каждый день, если вы думаете, что вы можете, но почему-то не можете себя заставить практиковать регулярно для того, чтобы скиллы ваши росли и, в конце концов, мир узнал о вашем художественном таланте и творчестве, для этого нужны какие-то такие штуки, которые будут двигать вас на результат, на продуктивность, на действие. У меня, например, множество разных. И я вот подобрал штук 11, наверное, вполне себе рабочих вариантов. Сейчас ими с вами поделюсь. Надеюсь, будет полезно. Меня зовут Эдуард Кичигин. Если хотите научиться моей графике, в моем стиле, моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка, ссылка под видео в описании и по ссылке в шапке профиля. Подписывайтесь и рисуйте симпатично и красиво. Так вот, ближе к теме. Смысл в том, чтобы максимально облегчить себе эту историю. Для того, чтобы практиковать регулярно, нужно, чтобы это не вызывало у вас драматизма. И великолепный способ для того, чтобы ввести это в постоянку, это купить скетчбук. То есть нет смысла рисовать на отдельных листочках бумаги. Это не оптимизированная история. Чем больше оптимизируете, тем проще вам будет работать. Купили себе скетчбук, лучше купить такой хороший. И радуетесь невероятно, потому что закрыли сразу несколько вопросов. Это первый вопрос подбора бумаги, второй вопрос организации материалов. То есть у вас все в скетчбуке, вам не нужно просто заморачиваться вот этим всем. Просто открываешь, берешь и рисуешь. Закрыли еще один вопрос, то, что можно смотреть на предыдущие рисунки и радоваться тому, как растет ваш уровень, постепенно. Когда заканчивать скетчбук будете точно, посмотрите на первые рисунки, порадуетесь, насколько технический уровень-то изменился. А это дико мотивирует. Я, например, использую скетчбуки Art Creation и Canson. Canson круче намного. У меня в описании к видео, там ссылка на мои материалы, можно подчекать, посмотреть. Скетчбук еще прикольный тем, что его можно наполнять разными записями. То есть это как блокнот, как дневник, как книжка, ваша книжка. Еще супер опция скетчбука — это можно сделать бамс-бамс по башке какого-нибудь назойливого критика. Да, иногда бывает важно. Второй момент. Мотивашки на рисунок. Смысл такой, ведь что-то вас подвигло на то, чтобы рисовать, что-то вас заставляет думать о том, что вам нужно рисовать. И, скорее всего, это набор артов или художников, или какие-то цели, которые сформулированы и которые можно понять. Например, меня заводит, я когда смотрю графику Пиранези, когда смотрю итальянских архитекторов, у меня переключается мозг в режим «О, это круто». Дальше происходит, я должен также научиться, дальше что я должен делать. Поэтому полезно просто взять и набирать себе такой комплекс, набор из того, что вас мотивирует, что заводит. Не просто мотивирует, а ориентирует сразу, чтобы была одновременно и мотивация, и ориентировка. То есть наборы художников, наборы картин. Перед тем, как рисовать, взяли, просмотрели закладки в браузере, поняли, куда двигаться, поняли, что у вас проваливается, поняли, над чем дальше работать, и бамс-бамс скетчбук. Следующий момент. Супер круто это связать с какой-то ежедневной деятельностью. Если это не связывается напрямую с профессиональной деятельностью какой-то, то можно, например, завязать, как раньше я делал. Ты не ешь вкусняшку, пока ты не нарисуешь вкусняшку. Я ел конфеты, потому что они прямоугольные, простите, и тренировал себе прямоугольные формы. То есть ты рисуешь конфету, которая лежит на столе, очень упрощенно, очень скетчево, тем самым гоняешь прямоугольники, кубики, наше все. Рисуешь немножко бумажки, и вот теперь ты можешь съесть конфету. Не то, чтобы я сильно долго этим заморачивался, но на небольшой челлендж работает. Для того, чтобы эта практика не становилась практикой драматического преодоления, сделайте так, чтобы все было под рукой. Для того, чтобы начать рисовать, вам ничего лишнего не нужно было бы. И в этом супер круто помогает скетчбук. То есть скетчбук у вас есть. Например, там иногда бывают дополнительные такие штучки, в которые можно засунуть ручку. Если ваш инструментарий этим ограничивается, например, в скетчинге это запросто может быть. Я могу, например, взять один линер и засунуть его в скетчбук, и, в принципе, я вполне себе имею такой рабочий инструмент. И мне ничего не нужно раскладывать, мне ничего не нужно добавлять. Я могу просто стартовать в любое время. То есть, как шел, вот Питер,
Вот немножко я могу присесть, и я начинаю скетчить вообще без проблем. Когда вы заранее убираете микрозадачи миллион, которые перед тем, как начать скетчить, начать рисовать, они вступают, вот этим моментом оптимизации, то дальше двигаться гораздо проще. Из моментов оптимизации для ежедневного скетчинга супер подходящая тема. Все из оптимизации. Можно, например, определиться с теми темами, которые вы будете рисовать. Взять листик и, в тот же самый скетчбук, прописать темы или идеи для рисунка. И тогда, когда ты делаешь свой подход ежедневный, тебе уже не нужно особо думать. Ты подумал уже раньше. Тебе нужно просто пробежаться по этому списку тех задач, которые тебе нужно нарисовать, или тех идей, которые тебе нужно нарисовать, или тех опорных мыслей для того, чтобы потом в процессе рисования пришли идеи, которые тебе нужно нарисовать. И ты таким образом очень просто практикуешь. Чем проще мы заходим в сам процесс рисования, тем проще нам двигаться дальше. То есть главное стартовать, а потом мозг уже подтянет всякие эти удовольствия, ощущения. Слышите, у нас на Неве происходит парад военно-морской, и там гудит пароход. Красиво. Круто работает тема с такими социальными обязательствами. То есть вы берете в своем Инстаграм, говорите, я буду рисовать каждый день, в течение месяца. И вам приходится. Конечно, вы можете прокосячить. И я сам, и обещал, и косячил. Но для того, чтобы продержаться какое-то время, это социальное обязательство, оно тоже хорошо работает. Особенно в комплексе с кучей других факторов. А потом, если пойдет, если ваши, френды будут одобрямс, ой, как красиво, ой, как хорошо. Это же просто будет бустить вас на то, чтобы двигаться дальше. Когда народу не сложно, народ легко помогает, легко хвалит. Для человека, которому нужно сделать результат, это прям реально сильная помощь. И в общем, мы загнали себя в эту историю, и что-то нужно делать. Нужно практиковать со страшной силой. Что происходит, а если вообще просто день нереально? Не потому что времени нету, а потому что там просто не можешь заставить себя, вообще никак. Что нужно сделать? Нужно взять и зачирикать. Взять лист, формата А4, например, или лист вашего скетчбука и зачирикать. Просто его весь, так. Просто чтобы забить день. Скорее всего, в процессе чирикания вы что-то начирикаете. Может быть, и просто зачирикаете. Скорее всего, этот момент, он от невыносимо драматичного. Я больше не могу, я больше все. Все, ребята, я все. Перейдет какой-то результат, который не будет столь драматичен, а может быть, будет и симпатичен, и привлекателен. В общем, с рисованием каждый день очень трудно будет, если вы используете эту модель перфекционизма. Я все делаю превосходно. Окей, тогда этого превосходно, скорее всего, будет реально-то не очень много. Поэтому я рекомендую согласиться на такие средние результаты. Средние, небольшие, но зато регулярные. И это реально даст силу. Если все вытаскивать на максимум, да вы просто с ума сойдете. Нереально же. Хотя для некоторых реально. Вон там такие штучки. Такие штучки люди сделали. Прям очень круто. Но для того, чтобы тренироваться, чтобы реально движение шло, нужно делать не идеально, а симпатично. То есть, идеально получится, супер, привет, идеально. Но симпатично тоже хорошо. Как результат хорошо, как фиксация уровня тренировки хорошо. Поэтому без перфекционизма. Нормально получилось, окей, день закрыт, браво. И для того, чтобы мы не страдали, тут на помощь приходит скетчбук, потому что очень круто посмотреть на свои предыдущие рисунки. Если интенсивный рост есть, а если понемножку двигаться он все равно будет, то смотришь, когда на середине, когда заполнил скетчбук, смотришь на первые свои рисунки и радуешься, здесь я лучше, здесь я лучше. И реально видишь эту разницу, и, реально силы появляются, чтобы дальше фигачить. Нет проблемы делать результат.
когда ты видишь движение вперед. Если не видишь вперед движение, то нужно что-то делать с методикой. Может быть, попробовать другой подход, другую методику. Вот. Можно радостно смотреть на себя, на свои рисунки. Но я рекомендую тоже это делать в комплексе. То есть посмотрели на свои, видите, окей, движение есть небольшое, но есть, вот эту штуку я понял, вот эту. А потом для того, чтобы мозг включился и вся эта история заработала, посмотреть на тех монстров, на кого вы ориентируетесь. Я смотрю на итальянских архитекторов, которые делали свою архитектурную графику, превосходную проектную графику. Я смотрю на них, заряжаюсь, у меня как будто бы планка уровня нормы так поднимается очень сильно. Вон там. Вот сейчас смотрю. И говорит мне: окей, не проблема, ты устал, может быть, или у тебя что-то не так, но ты просто берешь, делаешь свою штуку. И вот это вот свою практику. И вот это вот позволяет реально сохранить движение вперед. А движение вперед, динамика его самое важное для результата. И в общем во всей этой истории очень хорошо придерживаться плана. То есть, например, план такой, типа челлендж. 30 дней рисую каждый день. Браво. Нормальный челлендж. Многие его проходили. Ничего сверхъестественного нету. Прокач стопудово всегда есть. То есть гарантированное, понятное время, там, примерно гарантированное движение вперед, если все сделали правильно. Хороший результат. И придерживаться этого результата. Варьировать его можно, там, утром порисовать смогли, там, или вечером, да какая разница. Главное, сделали свой подход. Сделали 3 подхода в день, сделали 5, сделали 1. Главное, что план порисовать каждый день выполняется. А потом, когда поймете силу вот этого, потом можно и дальше это. То есть уйдет страх от того, что ой, где я возьму столько времени, ой, столько же нужно усилий. А когда попробуете практически, окажется, что не так уж много усилий нужно. И вполне это все достижимо. Без надрыва, без драмы, без трагедии и без комедии, В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Внизу в описании к видео смотрите мои обучающие видео по тому типу графики, который я рисую. Там сервис Boosty, месячная подписка. Подписывайтесь, практикуйте и не страдайте. Всем чао-чао, всем хорошего дня.